В этом видео я освещу важную тему – развитие эмоционального интеллекта. Я психолог и психотерапевт. И сегодня моя задача – помочь вам понять, что такое эмоциональный интеллект, как он формируется, почему он так важен и самое главное, как его развить. Эмоциональный интеллект – это способность понимать, распознавать и управлять своими собственными эмоциями и эмоциями других людей. Простыми словами, это умение понимать, как мы себя чувствуем и почему, а также умение контролировать свои эмоции, чтобы они не овладевали нами и не влияли отрицательно на наши действия и отношения с окружающими. Эмоциональный интеллект также включает умение понимать эмоции других людей и эффективно взаимодействовать с ними, проявлять эмпатию и строить здоровые отношения. Многие люди испытывают сложности в управлении своими эмоциями. Возможно, вы часто чувствуете себя переполненными стрессом, неспособными эффективно общаться с другими людьми или имеете трудности в принятии решений. Все эти проблемы связаны с низким уровнем эмоционального интеллекта. Мы можем столкнуться с проблемой, когда наши эмоции начинают брать верх над нами. Мы можем испытывать гнев, тревогу, страх или даже беспокойство, и это влияет на наше самочувствие и отношения с окружающими. Низкий уровень эмоционального интеллекта приводит к проблемам в отношениях как с близкими людьми, так и с коллегами на работе. Он может мешать достижению карьерных целей и ограничивать нашу способность принимать решения. Часто мы склонны подавлять свои эмоции или просто игнорировать их. Мы можем отвлекаться от неприятных чувств, занять себя работой, уклоняться от конфликтов или даже развивать у себя вредные привычки. Но почему-то эти методы не всегда работают, и этому есть причина. Наши эмоции не исчезают просто потому, что мы решаем их не замечать или подавлять. В долгосрочной перспективе это может привести к накоплению эмоционального стресса, который проявляется в виде физических и психологических проблем. Подавленные эмоции также могут повлиять на наши отношения, приводя к конфликтам и недопониманию. Чтобы понять, почему некоторым людям сложно управлять своими эмоциями, мы должны заглянуть в их прошлое. Одной из причин может быть воспитание в дисфункциональной семье. Дисфункциональная семья – это семья, где отсутствует эмоциональная поддержка, взрослые подают деструктивные примеры, как обращаться с собственными эмоциями, существует полный или частичный запрет на проявление эмоций. Например, нельзя радоваться или нельзя быть грустным. Я расскажу вам истории двух людей, которые столкнулись с вызовами в развитии своего эмоционального интеллекта из-за детства в дисфункциональных семьях. Первая история о Михаиле. С самого детства Михаил был свидетелем постоянных конфликтов и агрессии в собственной родительской семье. Его родители часто выражали свои эмоции яростно и неподходящим способом, что создавало напряженную и нестабильную атмосферу в доме. В результате Михаил вырос, не зная, как правильно выражать и управлять своими эмоциями. Он испытывал частые приступы гнева и страха и не мог понять, как справиться с ними. Вторая история о Светлане. Светлана выросла в семье, где эмоции считались чем-то слабым и неприемлемым. Ее никогда не учили, как выражать свои чувства и разбираться в своих эмоциях. Она стала замыкаться в себе, не доверяла своим эмоциям и часто чувствовала внутреннюю пустоту. Светлана понимала, что что-то здесь не так, но она не знала, как начать свой путь к развитию эмоционального интеллекта. Обе эти истории являются лишь примерами того, как воспитание в дисфункциональной семье может повлиять на развитие эмоционального интеллекта. Но даже если у нас были трудности в прошлом, мы всегда можем работать над развитием своего эмоционального интеллекта и научиться эффективно управлять своими
своими эмоциями прямо сейчас. Это навык, который можно развить и совершенствовать. Итак, как же развивать свой эмоциональный интеллект? Вот 5 суперэффективных приемов, которые помогут вам развить ваш эмоциональный интеллект. Основной прием для развития эмоционального интеллекта – это знание об эмоциях. На практике многие люди не могут даже найти название своим или чужим эмоциям. Более того, много лет назад я тоже не могла этого сделать, и как психологу и психотерапевту мне было трудно работать. Представьте себе психолога, который не распознает эмоции. И я составила словарь самых распространенных эмоций с описанием ситуаций, когда эти эмоции могут возникнуть. Этот словарь вы можете найти на моем сайте прямо сейчас. Ссылку я оставляю в описании под видео. Такая вещь очень мне помогла в самом начале. И часто с моими клиентами прямо на консультации мы заходили на этот сайт, в этот словарь. И сейчас будем заходить на мой новый сайт, чтобы определить их текущие эмоции, потому что было им сложно это сделать самостоятельно. Осведомленность о своих эмоциях позволяет вам лучше понять, что вы чувствуете и как эти эмоции влияют на вас. Регулярно отводите время для самонаблюдения, обращая внимание на свои эмоции и физические ощущения, связанные с ними. Многим людям лучше удается распознать ощущения в теле. Если вам сложно определить эмоцию, определяйте ощущения в теле, что вы чувствуете. Например, легкость или напряжение в теле, тепло или холод. Наше тело очень тесно связано с эмоциями. Это поможет вам развить эмоциональную осведомленность и стать более эмоционально гибким. Если вами часто овладевают сильные эмоции, необходимо учиться саморегуляции. Многие люди не знают, что делать со своими эмоциями. Держать в себе или проявлять, и как именно проявлять, если проявлять. Разработайте стратегии саморегуляции, такие как глубокое дыхание, медитация, физическая активность, или записывайте в дневник свои чувства. Практикуйте эти методы регулярно, чтобы научиться контролировать эмоции в трудных ситуациях и снижать уровень стресса. Если вам сложно понять чужие эмоции, развивайте в себе эмпатию. Уделяйте внимание активному слушанию, стараясь поставить себя на место другого человека и вникнуть в его чувства и потребности. Практикуйте эмпатию в повседневных ситуациях, чтобы улучшить свои навыки восприятия эмоций окружающих вас людей. Узнайте свои триггеры и разработайте для себя стратегии управления своими реакциями на триггеры. Триггеры — это ситуации или события, которые вызывают у вас сильный эмоциональный отклик. Помните фильм «Назад в будущее»? Главного героя называли цыпленком, вроде так, и после этих слов он ввязывался в новые неприятности. Важно научиться управлять своими реакциями на триггеры, а еще лучше избавиться от триггеров. С моими клиентами мы это делаем на индивидуальных сессиях. Не прекращайте искать возможности для обучения и саморазвития в этой области. Читайте книги, посещайте семинары, вебинары. Хорошо помогает развить эмоциональный интеллект участие в социально-психологических играх вроде мафии. Эти 5 приемов помогут вам развить эмоциональный интеллект и улучшить качество ваших отношений. Развитие эмоционального интеллекта – это процесс, требующий времени и усилий, но результаты того стоят. Я предлагаю вам уникальный способ развития эмоционального интеллекта, основанный на моем опыте работы с клиентами и на своем личном опыте тоже. Вместо того, чтобы просто изучать теорию, смотреть видео, мы будем работать на практике в психотерапевтических сессиях. И у вас будет домашнее задание для самостоятельной практики с обратной связью от меня потом. Благодаря этому подходу вы сможете на практике применять навыки эмоционального интеллекта и видеть результаты уже после первых нескольких сессий. Привожу несколько примеров успешного развития эмоционального интеллекта у моих клиентов. Одна из моих клиенток столкнулась с проблемой управления гневом, что серьезно влияло на ее отношения с семьей и коллегами. С помощью психотерапии она научилась распознавать и контролировать свои эмоции, что привело к улучшению взаимопонимания с близкими и коллегами. Она даже получила хорошее повышение
повышение по карьере через несколько месяцев практики. Еще один пример. Мой клиент, который страдал от низкой самооценки и неуверенности в себе. Через систематическую работу над своими эмоциями и практику принятия себя он смог развить уверенность в себе, и в итоге он построил отношения с девушкой, которая ему уже давно нравилась. А через время он сменил свою профессиональную сферу деятельности на ту, которая приносила ему больше удовольствия, и там тоже достиг успехов. И третий пример. История одного из моих клиентов, который столкнулся с проблемой управления эмоциями. Петр, программист с многолетним опытом работы в международной компании, часто испытывал стресс и нервозность из-за высокой нагрузки на работе. Он замечал, что его эмоции начинают влиять на его взаимоотношения с коллегами и близкими людьми. Он понимал, что нуждается в помощи, и обратился к психотерапевту, ко мне. В процессе работы над развитием эмоционального интеллекта Петр научился распознавать свои эмоции, выражать их конструктивным образом и принимать обдуманные решения в стрессовых ситуациях. Если вы также хотите развить свой эмоциональный интеллект и улучшить качество своей жизни, я рада пригласить вас на консультацию или психотерапию. Работая вместе, мы сможем определить ваши конкретные потребности и разработать индивидуальный план развития специально для вас. Не откладывайте это на потом, начните прямо сейчас, и вы обнаружите, какие преимущества принесет вам развитие эмоционального интеллекта. Развитие эмоционального интеллекта — это не просто модное словосочетание, это реальный путь к внутреннему благополучию, здоровым отношениям с окружающими людьми и профессиональным успехом. Жду вас на наших консультациях и психотерапевтических сессиях. Контакты для связи вы найдете на моем сайте. Сайт найдете в описании под видео. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотели бы поделиться своим опытом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже под видео. И поставьте лайк этому видео, это поможет ему продвигаться дальше. До следующей встречи!